Часть 1. Пролог. Имя, ставшее проклятием. Москва. Осень 2015 года. Президентский люкс гостиницы «Националь». Здесь когда-то останавливались вожди, дипломаты и первые лица государства. Но в этот вечер в роскошных апартаментах находился человек, чье имя звучало как заклинание. Бальтазар. По прозвищу «Демон». Оперативники, ворвавшиеся в номер, были поражены. Не тем, что нашли его, а тем, где нашли. Этот мошенник, которого они безуспешно искали месяцами, жил в самом пафосном месте столицы. Словно издеваясь над системой. «Кто же ты, Бальтазар?» Само имя — уже загадка. В истории оно принадлежало библейскому царю Валтасару, тому, чей пир был прерван таинственной рукой, начертавшей на стене пророчество гибели. Позже имя перекочевало в оккультные тексты, Бальтазаром называли одного из могущественных демонов преисподней. И вот теперь, в 21 веке, в центре Москвы живет человек, взявший себе это имя. Бальтазар Гайден Прохоров. Но, как выяснится позже, и это не его настоящее имя. На самом деле его зовут, впрочем, об этом позже. Преступный самородок. Следователь по особо важным делам Дмитрий Жданов, который вел это дело, назвал его «преступным самородком». Бальтазар не читал Уголовный кодекс, но его схемы поражали воображение. Он придумывал многоходовые комбинации, которые больше походили на сценарии голливудских фильмов. Кого он только не использовал. Настоящих актеров, которых вводил в курс дела. Сотрудницу банка, которая сливала ему личные данные 20 богатейших клиентов. Поддельные паспорта, нотариальные доверенности, и все это для того, чтобы провернуть идеальное ограбление. При этом Бальтазар успокаивал себя: «Я граблю банки, а не людей». Банки, мол, возместят ущерб своим вкладчикам. Логика, конечно, железная, если не знать, что за каждым банковским счетом стоят живые люди. Как он потерял контроль? Все шло безупречно. До тех пор, пока в Балашихе не задержали одного из его подельников. Тот снял деньги и попался. Оперативники ухватились за эту нить, и она привела их к демону. Дерзость Бальтазара сыграла с ним злую шутку. Он был настолько уверен в своей неуязвимости, что жил в «Национале», как будто пытался доказать: «Я хозяин этой жизни». Что дальше? Ему грозило 9 лет колонии. Дали 6. Отсидел 4 года и 10 месяцев, и вышел на свободу. А 8 миллионов украденных долларов почти испарились. Часть 2. Самородок преступного мира. Он не читал Уголовный кодекс. Он не знал статей и сроков. И при этом обчистил банки на 8 миллионов долларов. Следователь по особо важным делам Дмитрий Жданов, который вел дело Бальтазара, назвал его «преступным самородком». И это определение не фигура речи. За годы работы Жданов видел много мошенников. Но такого никогда. Откуда взялся демон? Бальтазар Гайден Прохоров родился в Москве. Учился в экспериментальной школе. Но главное в его биографии случилось в 16 лет. Он попал на остров Окинава в Японии и оказался в буддийском монастыре школы Ринзай. Это секта дзен-буддизма. Настоятелем храма был прославленный мастер медитации сенсей Сакияма Росси.
Представьте, подросток из Москвы, который осваивает восточные практики, учится контролировать сознание, постигает искусство самообладания. Годы спустя эти навыки он использует совсем не для духовного просветления. Вдохновение из Голливуда. Бальтазар не скрывает, его вдохновляли фильмы. Афера Томаса Крауна, 1999 года с Пирсом Броснаном, образ джентльмена-авантюриста, который проверяет систему на прочность. Тень с Аликом Балдуином, история человека, воспитанного в Тибете, владеющего психическими практиками и использующего их для борьбы. Бальтазар переосмыслил эту историю. «У меня другое понимание зла», — признается он. Он ловил преступников на улице, я же, к сожалению, использовал свои навыки для того, чтобы похищать деньги из банков. Ну такой уж я плохой, простите. За этой самоиронией скрывается важная деталь, он считал себя героем своего собственного фильма. Философия афериста. Бальтазар придумал для себя моральное оправдание: я граблю банки, а не людей. Банки, мол, возместят ущерб вкладчикам. Логика уязвимая, за каждым счетом стоят живые люди. Но для него это было неважно. Главным инструментом планирования операций он считал астрологию. «Важно не что ты делаешь, а когда ты делаешь», — объясняет Бальтазар. Он тщательно подбирал дни для ограблений, сверяясь с расположением звезд. «Советская медицина давно использует лунный календарь для тренировок спортсменов», — говорит он. А он использовал его для краж миллионов. Как выглядит гений? Следователи отмечали, Бальтазар был самоуверен до крайности. Он не читал уголовный кодекс, не знал, что ему грозит. Друзья, через которых он рубил два конца, раскололись при первом же допросе. И все же его схемы были безупречны до поры до времени. Он придумывал их как режиссер, продумывал как сценарист и воплощал как продюсер. Часть 3. Театр одного преступника. Он не просто грабил банки. Он ставил спектакли. С актерами, гримом, сценарием и даже зрителями, камерами видеонаблюдения, которые смотрели, но не видели. Следователь Дмитрий Жданов, который в итоге поймал Бальтазара, признавался, за годы работы он видел много мошенников, но таких схем никогда не встречал. По сути, Бальтазар выступил в роли режиссера. Грим с Мосфильма и депутатский значок. Перед каждой операцией Бальтазар превращал обычного человека в точную копию миллионера. Это была не просто подделка, это было искусство. Грим он заказывал на Мосфильме. Артистов-исполнителей нанимал среди знакомых и даже случайных прохожих. Однажды он нашел двойника для роли на улице, парня, который раздавал флаеры. Подготовка к выходу на сцену длилась часами. Актер перевоплощался до мельчайших деталей: грим, парик, костюм. Бальтазар даже требовал надевать на исполнителя депутатский значок и давал с собой бутылку шампанского для полного образа важного клиента. Финал этой подготовки — поход в паспортный стол за настоящим документом на чужое имя. Это уже серьезная статья, признавался позже сам Бальтазар. Загримированный актер сомневался до последнего, но все же пошел по кривой дорожке. 60 секунд на миллион. Самая дерзкая операция Бальтазара длилась 10 минут. Его сообщник-актер пришел в банк с поддельным паспортом, предъявил нотариально заверенную доверенность и спокойно снял $1 миллион со счета реального миллионера. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент. Но охрана не заподозрила подвоха, документы были безупречны. Передача денег происходила в туалете гостиницы «Метрополь».
Чемоданы с миллионами переходили из рук в руки. И Бальтазар исчезал до следующего спектакля. Невольный подельник. После первого ограбления Бальтазар столкнулся с проблемой. Актеры в его схеме были одноразового использования. Слишком рискованно использовать одного исполнителя дважды. Но был один случай, когда актер оказался на крючке. Тот самый парень с флаерами, который пошел в паспортный стол за чужим документом, понял, что вляпался в опасное дело, но было поздно. Бальтазар затягивал недалеких подельников в свою паутину, и те не сразу понимали, что совершают преступление. Сотрудница банка, которая сдавала Бальтазару личные данные 20 клиентов, вошла в его сеть добровольно. Он пригласил ее на ужин после консультации в банке и сделал предложение, от которого она не смогла отказаться, раскрывать данные о вкладчиках. Часть 4. Ошибка в Балашихе, как нашли демона. Каждая афера заканчивалась одинаково. Актер исчезал, деньги уплывали, а Бальтазар праздновал победу в очередном люксе. Казалось, его неуязвимость абсолютна. Но в один прекрасный день безупречная схема дала сбой. Следователь по особо важным делам Дмитрий Жданов вспоминает, житель Балашихи снял денежные средства со своего счета банка, после этого, получив деньги, он скрылся. Он был задержан. Это был один из актеров Бальтазара. Он только что отработал очередную роль, зашел в банк, предъявил поддельный паспорт и доверенность, забрал деньги. И попался. Но самое интересное началось потом. Тонкая нить. Жданов и его команда начали работать с задержанным. И постепенно, как паутина, из показаний подельника начала выплывать фигура, о которой оперативники раньше не подозревали. Тот, кто стоял за всей этой театральной постановкой. После того, как был задержан первый человек, житель Балашихи, который совершил данное преступление, стали плотно по нему работать, и только после этого стали вытекать его связи. Там появился Бальтазар. Следователи ухватились за эту нить. Оказалось, что за каждым ограблением стоял один и тот же человек. Его подельники не знали его настоящего имени, но прозвище передавали друг другу шепотом «демон». Самоуверенность, которая погубила. Бальтазар был уверен в своей неуязвимости до последнего. Он думал, что сможет пропетлять незамеченным. Но самоуверенность сыграла с ним злую шутку. Друзья, через которых он рубил два конца, раскололись при первом же допросе. И еще одна деталь, которая поразила следователей: великий комбинатор не читал Уголовный кодекс. Он просто не знал, какие статьи ему грозят и как работают правоохранительные органы. Арест в президентском люксе. Когда оперативники вышли на след Бальтазара, они выяснили невероятное: он живет в гостинице «Националь». В президентском люксе. В номере, где когда-то останавливался Ленин. Все были очень удивлены местом его проживания, никто не ожидал, что он будет проживать в этом отеле. Очень известное место, вспоминает следователь Жданов. Его взяли сразу после возвращения из зарубежной поездки. Дерзкий аферист, который обчистил банки на миллионы, жил в самом центре Москвы, в самом шикарном отеле. Как будто хотел показать: я здесь хозяин жизни. Где деньги? После ареста оперативники начали искать награбленное. При обыске нашли ключ от банковской ячейки. Все были уверены, там должны быть миллионы. По идее, в ячейке должно было находиться около 8 миллионов долларов. Но ячейка оказалась пуста. Деньги словно испарились. Жестокая ирония.
Прокуратура требовала для Бальтазара 9 лет лишения свободы. Суд дал 6. А через 4 года и 10 месяцев он вышел по УДО. На свободе он даже расстроился, главной новостью на телевидении оказался не он, а другие скандальные персоны. Бывший неуловимый мошенник считал себя гением преступного мира и ревновал к чужой славе. Часть 5. Тюрьма, свобода и новая жизнь. Он отсидел почти 5 лет. Вышел и словно исчез. Но только на первый взгляд. Прокуратура требовала для Бальтазара Гайден-Прохорова 9 лет лишения свободы. Суд дал 6. Отсидел он 4 года и 10 месяцев, и вышел по УДО. Следствие так и не нашло большую часть украденных $8 миллионов. Демон ревнует к славе. Выйдя на свободу, бывший неуловимый мошенник столкнулся с неожиданной проблемой. Он больше не был главной криминальной новостью. Внимание телевидения и прессы приковали другие скандальные фигуры Михаил Цивин и Наталья Дрожжина, которых обвиняли в афере с наследством Алексея Баталова. Бальтазар расстроился. Он считал себя гением преступного мира и ревновал к чужой славе. Как же так? Он, демон, обчистивший банки на миллионы, уступает место в новостях каким-то интеллигентным пенсионерам? Оказалось, что бывший аферист следит за развитием этого скандала исключительно из профессионального любопытства. Старые привычки не уходят. Оккультные вечеринки в Национале. В 2020 году Бальтазар освободился из тюрьмы и снова появился в поле зрения. Он начал организовывать оккультные вечеринки в том самом отеле «Националь», где его когда-то арестовали. В президентском люксе, где останавливался Ленин, теперь собирались сатанисты. Бальтазар без стеснения называет себя сатанистом и «дьяволом». В свои вечеринки он активно вовлекал молодых девушек. Те самые восточные практики, которые он осваивал в буддийском монастыре на Окинаве, теперь служат ему для создания образа оккультного гуру. Банкрот и астролог. Несмотря на украденные миллионы, в открытых источниках Бальтазар значится как банкрот. Судя по документам, он должен банкам 94 261 000 рублей. На него постоянно подают иски, он бегает на заседание суда. При этом он продолжает зарабатывать деньги, теперь как астролог. Он предлагает астрологические прогнозы доверчивым гражданам, выманивая у них деньги. Ирония судьбы, астрология не спасла его самого от тюрьмы. Настоящее имя демона. За всеми этими прозвищами и фамилиями скрывается реальный человек. Настоящее имя Бальтазара — Ткачев Никита Васильевич. Он постоянно меняет фамилии и отчества. Сначала был Бальтазар Гайден-Прохоров Михайлович, затем стал Шальденбранд Балтазар Васильевич. Постоянная смена имен — еще один инструмент в арсенале профессионального мошенника. Каждый раз, когда на него обращают внимание правоохранители, он становится другим человеком. Дипломатические амбиции. Самая удивительная глава его после тюремной биографии — попытка стать дипломатом. Бальтазар прошел платные дипломатические курсы в Дипломатической академии при МИД России и получил диплом мастера протокола. Затем он поступил туда учиться на факультет «Международные отношения и международное право». Свою страницу в Инстаграм он заполнил заявлениями «дипломат», «шеф дипломатического протокола и связи с прессой». Он даже втерся в доверие к Сюзанне Масси, бывшей советнице президента США Рональда Рейгана. Но в 2021 году его задержали.
В Академию МИТ он предоставил диплом о высшем образовании по специальности «Востоковедение и африканистика». Проверка показала, оттиски печати поддельные, университет диплом не выдавал. Бальтазара задержали за поддельный диплом. Возникает вопрос, где, интересно, он нашел деньги на обучение, если сам банкрот? Загадка, которая работает до сих пор. Бывший аферист, сатанист, банкрот, астролог, оккультный гуру и дипломат-самозванец. Кто он на самом деле? Бальтазар создал вокруг себя образ, который работает до сих пор. Он носит имя, связанное с мистикой и демонологией, организует сатанинские вечеринки, меняет фамилии как перчатки и пытается проникнуть в высшие круги. Одно можно сказать точно: человек, называющий себя демоном, продолжает игру. Даже после тюрьмы. Даже после задержаний. Даже когда банковские ячейки пусты, а миллионы так и не найдены. Часть 6. Эпилог. Кто же ты, демон? Он вышел на свободу. Но история не закончилась. Она только обрела новые, еще более причудливые формы. Бывший аферист, отсидевший почти 5 лет за хищение $8 миллионов, не собирался исчезать в тени. Его самоуверенность, которая когда-то привела его в президентский люкс «Националя», никуда не делась. Просто сменила направление. Сатанинские вечеринки в «Национале». В 2020 году Бальтазар освободился из тюрьмы и снова появился в поле зрения. Он начал организовывать оккультные вечеринки в том самом отеле «Националь», где его когда-то арестовали. В президентском люксе, где останавливался Ленин, теперь собирались сатанеисты. Бальтазар без стеснения называет себя сатанеистом и «дьяволом». В свои вечеринки он активно вовлекал молодых девушек. Те самые восточные практики, которые он осваивал в буддийском монастыре на Окинаве, теперь служат ему для создания образа оккультного гуру. Банкрот с миллионными долгами. Несмотря на украденные миллионы, в открытых источниках Бальтазар значится как банкрот. Судя по документам, он должен банкам 94 261 000 рублей. На него постоянно подают иски, он бегает на заседания суда. При этом он продолжает зарабатывать деньги, теперь как астролог. Он предлагает астрологические прогнозы доверчивым гражданам, выманивая у них деньги. Ирония судьбы, астрология не спасла его самого от тюрьмы. Дипломатические амбиции. Самая удивительная глава его после тюремной биографии — попытка стать дипломатом. Бальтазар прошел платные дипломатические курсы в Дипломатической академии при МИД России и получил диплом мастера протокола. Затем он поступил туда учиться на факультет «Международные отношения и международное право». Он даже втерся в доверие к Сюзанне Масси, бывшей советнице президента США Рональда Рейгана, став ее пресс-секретарем и шефом протокола. Но в 2021 году его задержали. В Академию МИТ он предоставил диплом о высшем образовании по специальности «Востоковедение и африканистика». Проверка показала, оттиски печати поддельные, университет диплом не выдавал. Загадка, которая работает до сих пор. Бывший аферист, сатанист, банкрот, астролог, оккультный гуру и дипломат-самозванец. Кто он на самом деле? Его настоящее имя — Ткачев Никита Васильевич. Он постоянно меняет фамилии и отчества. Сначала был Бальтазар Гайден Прохоров Михайлович, затем стал Шальденбранд Балтазар Васильевич. Бальтазар создал вокруг себя образ, который работает до сих пор.
Он носит имя, связанное с мистикой и демонологией, организует сатанинские вечеринки, меняет фамилии как перчатки и пытается проникнуть в высшие круги. Что осталось за кадром? 8 миллионов долларов так и не найдены. Следствие обнаружило лишь 2 миллиона. 5 ограбленных банков — точное число его успешных афер. 4 года и 10 месяцев — реальный срок, который он отсидел вместо положенных 6 лет. Тюрьма — это самый дорогой отель, так он сам охарактеризовал свое пребывание в Кремлевском Централе, тюрьме для особых арестантов. Эпилог. Бальтазар Гайден-Прохоров — человек, который превратил свою жизнь в театр. Он был режиссером, сценаристом, продюсером и главным актером спектакля под названием «Демон». Он грабил банки, жил в президентских люксах, называл себя сатанеистом, учился на дипломата и продолжал менять имена. Он не читал Уголовный кодекс. Он не знал, сколько ему грозит. И это, возможно, было его главным преимуществом — он не боялся того, чего не знал. Но есть одна деталь, которая заставляет задуматься. Само имя Бальтазар в библейской традиции принадлежало царю, который пировал, не замечая надвигающейся гибели. На стене появилась таинственная надпись, предвещающая падение его царства. Бальтазар-аферист тоже не заметил, как его империя рухнула. Его погубила та же самоуверенность, что и его библейского тезку. Одно можно сказать точно: человек, называющий себя демоном, продолжает игру. Даже после тюрьмы. Даже после задержаний. Даже когда банковские ячейки пусты, а миллионы так и не найдены.